Орва Кацунеку десу. Всем привет, с вами Кацунеку, и сегодня мы будем распаковывать посылочки, которые я сходил с утреца самого получил, чтобы не стоять в очереди. 8 часов утра встал. Вот, заказывал я на eBay с Японии товарища Яматоку. Эта посылочка стоит $7.75, а доставка $14. Ну, как мы увидим здесь, я подытожил. В общем, у меня вышло 1427. Ну, плюс еще я оплатил PayPal. Там комиссия, не знаю, рублей может быть 100-200. Короче, 1600, грубо говоря. Итак, приступим к распаковочке моим фирменным ножом. Так, начну-ка я даже не знаю с чего. О, отличное место. Зайдем, так сказать, сзади, с тыла. Надеюсь, ничего там и не поврежу. Так, ножичек прячем в кобуру, чтобы попой на него не сесть. А то будет, как в анекдоте. Хочешь, говорит, чего-нибудь холодненького и остренького? Да, хочу. Кинжал в жопу. Вот. Это, я так полагаю, у нас был низ. Японские газеты. Как мы видим здесь на фото, Сун Хун Чун Ли и Чуан Хон Как. Они обсуждают, в общем, выборы в Госдеп какого-то. Что-то они обсуждают, в общем. Итак, пахнет самолетом газета. Там мы все сложим сюда. Берем стороночку. Что мы тут видим? Что это, вы скажете, за чудо такое? Что болтается там внутри? Давайте дальше смотреть. Расчехляем наш ножичек. Какой конвертик они сделали. И тут мы видим замечательную японскую видеокассету. Тут даже какой-то номер, непонятно, что это. Ну, качество. Про видеокассету я, конечно, пошутил. Это игрушка на Super Nintendo, как мы видим по логотипу. Точнее, Super Famicom. Это японский картридж на японском языке. Посмотрим комплектацию. Соответствует ли она тому, что я заказывал. Все это дело вот так вот достается. Здесь больше ничего нету. Здесь мы видим, находится мануальчик и сам картридж. О, что-то еще там.
95-й год, Nintendo, Made in Japan. Болтики финди-пуперные, у меня отверточки есть, я уже запасся такими штуками. Интересный картридж такой из 3 кусочков, как бы. Так, здесь что мы видим? Ну, тут что-то непонятное. Подключение, походу, делали. Что это? Вот. Что мы видим? Здесь пусто. Кстати, забыл добавить. Смотрите, японцы что рисуют. Как нельзя сматывать блок питания. Потому что вот в этом месте, где отмечено пунктирным кружком, может переломиться проводок. Вот я об этом всегда знал и говорил людям, но всегда все мои знакомые вот таким вот жесточайшим способом наматывали провод на блок питания. А потом думали, почему же он тут перегибается? Тем более у нас были китайские блоки. Они сами по себе были хлюпенькие. И вот такая карточка. С какой-то краткой информацией, видимо. Ложим все это дело назад. Смотрим буклетик. Ну и на развороте все, конечно же, на японском, на непонятных нам закорючках. Но зато такие картриджи самые дешевые в данный момент времени на рынке. Английскую версию, по крайней мере, я на тот момент, когда заказывал, не нашел. Она была на аукционах, которых там цены ломили до 5-6 тысяч рубликов. Ну и вот такая вот instructions, constructions. Ладно. Складываем все это дело назад. Что, вскроем картридж? Как же мы не вскроем? У меня все есть для этого. Есть биты, отверточка. Сейчас все достанем. Посмотрим, что подойдет. Наверное, 3,8 чего-то дюйма, наверное. Вот такая. Болты у нас такие. Отвертка подходит, точнее бита. Замечательно. Ну что же. О, идет легко, как ни странно. Один. И второй. Маленькие такие болтики. Так. Ага. Здесь, как мы видим, какие-то защелочки. Снялось. Смотрите. Вот картинка, да. И вот как картридж, то есть всеми штучками. Он как бы вверх ногами лежит. Да, эта игрушка имеет сохранение, поддерживает, поэтому стоит батарейка.
Батарейки хватает надолго, так что я более чем уверен, она не севшая. Так, что мы тут видим? Вот здесь год указан, номер платы, наверное. В общем, кто знает, смотрите, пишите. Ну, это по-любому оригинал. Я думаю, японцам нет смысла что-либо подделывать. Все, короче, собираем. Смысла японцам подделывать, я думаю, нету, так как у них этого добра на рынке навалом. Это первая посылочка, сейчас будет вторая, немного побольше. А следующая наша посылка вот такая вот здоровенная, на кило 800. Тоже с eBay, также с Японии, от того же продавца Яматоку. Так, данная посылка, у нас цена 25 баксов, грубо говоря, это 1620 рублей. Доставочка $33. Это 2,175. Ну и в итоге получилось 3,793 плюс комиссия PayPal рублей 3,800, 3,900. В общем, я за нее отдал. Приступим к распаковке. Так, вот эту штуку я... Нифига себе, она приклеена. Обалдеть. Ну и пошки. Ну, качество. Так. Начнем, наверное, отсюда. Потом аналогично с противоположной стороны. И зафигачим вдоль. Ой. Штативчик. Адрес не спалить. Вот. Теперь все. Итак, смотрим, что внутри. Ну, как обычно, тонны газеты. Можно в туалет ходить. Достаем из широких штанов коробочку, которая лежит в коробочке. Откладываем все это дело в стороночку. И вот что мы видим. Да, в мой обзорный столик это все дело не залазит. Nintendo Super Famicom. Это Super Dendy. Японская. В коробочке. Ну что, вскроем коробочку. Спросите, почему ты опять показываешь и покупаешь японскую версию Super Dendy. Ну, так же как, к примеру, все же знаете, что Famicom, у нас известный как Dendy, имеет возможность читать картриджи со спецчипами. А вот эта японка в отличие от американской или европейской версии, у нее картинка лучше. И у нее идет NTSC формата, непаловский. Хрустит пластик. Ну, короче, коробочка такая выглядит целой. Не особо ушатанная. Я выбирал специально для коллекции.
Вот эти, кстати, наклеечки, они походу сами лепят. Штрих-код закрывает специально. Не знаю для чего. Я ее переклею. Даже специальный уголок, смотрите, подгибают, чтобы его можно легко было отклеить. Вот, короче, я его выровнял и переклеил сюда. Ну что, она у нас в кадре немножко не вмещается. Ну да ладно. Комплектация у нас 2 джойстика, сама тушка. Все. Никаких проводов, ни блока питания, ничего нету. Блок питания у меня подойдет от Sega, с помощью которого я запускаю свой Famicom. А проводки чуть позже. В общем, давайте сразу. Ни хрена она тяжелая. Так, давайте я уберу коробку, чтобы было наглядно. Смотрим. Сам корпус не желтый, но, возможно, верхушку поменяли. Модель определить тоже пока невозможно. Это при вскрытии только узнаем. Ну, можно определить по резиночкам, кто знает. Есть 4 резинки, есть 2, как здесь. 2 пластиковые ножки, 2 резиновые. Что мы видим здесь? Здесь написано Made in China. Ну вот, кстати, говорят, у китайских пластик был лучше. Китайских, короче, которые производились в Китае, у них пластик лучше, чем у японских. А вот так выглядит американская Super Nintendo. Как видите, желтая до ужаса. А здесь у нас европейская Super Nintendo, PAL-версия. Года делают с пластиком ужасные вещи. Желтый капец. Вот это вот японская сборка. Японский пластик такой. Здесь у нас external слот, наверное, какой-то, который не использовался. Может. А здесь у нас RF-out, это выход на антенну, Multi-out, также переключение каналов, Channel 1, Channel 2, DC-in, это питание у нас. Сбоку мы видим слегка пожелтевший корпус, тут полоска идет, это кусочек пенопласта застрял. Слоты под геймпады. Тут тоже ничего особого. Здесь Power On фиксирует. Да, такое ощущение, что как будто корпус немножко поменяли. Хотя хрен его знает. Здесь экранированный слот для картриджей. Тяжелая падла. В комплекте идет макулатура. Тут какая-то рекламка от Яматоку Japan Import Game. Давайте сначала посмотрим Instructions. Кстати, серийный номер SM 11 и 99. Проверяем. Ну, вроде подходит. На паузе можете посмотреть. Здесь у нас подключение антенны. Это
периферия какая-то. В общем, типичная инструкция, только на японском. Тут даже как правильно кабелек зачистить, конечник надеть. Все это раньше знали япошки, а мы знали об этом, скажем, не так давно. Это что-то непонятное. Инструкция 3, бокс 3, cartridge of main body 3. Это оценки, что ли, ему ставить или что? Я не особо понимаю, для чего это нужно. Ну они пишут, что у них вся продукция протестирована. Все товары, точнее, а не продукция. Вложили мне 2 одинаковых зелененьких штучки. Бумажки, это, наверное, что блок питания нужно впихивать в розеточку. А это вот для особо слепых побольше. Не знаю, зачем это нужно. Для чего? Почему положили это мне? Ну, раз есть, лишним не будет. Ну и последнее — это джойстики Super Famicom. Кнопочки все. Ух ты, мягенько как нажимаются. Также Made in China, как и сама консоль. Заметьте, что пластик не желтый, как у самой приставки, так и у геймпадов. Вот такие вот у них контакты. Здесь написано Nintendo. Конечно же, все это дело буду разбирать, чистить, промывать. Саму приставку я тоже разберу. Посмотрю, что у нее внутри. Мы с вами узнаем, какая это модель. Модели тоже различаются. У каждой модели есть свой плюс и минус. В дополнение еще хотел сказать, что я приобрел себе с карт кабель, по которому идет наилучшее изображение. Как обычно, сосед решил посверлить. Пока он тут сверлил, я прекратил запись и решил почистить джойстики. Смотрите, что с ваткой. Весь пластмасс я помыл с мылом, щеткой, а резиночки тоже помыл, и потом решил почистить контакты на самих резинках. Плата более-менее была. В общем, смотрите, по поводу SCART. Заказывал я его в Польше у поляка. На фото был совсем другой. Провод был толще, на нем было написано Germany. Мне пришел вот такой тонкий. В общем, заказал я его за $15.50. Это по-нашему 1022 рубля. Доставка мне обошлась в $6. Ну, почти 7. Это 422. Ну, где-то, грубо говоря, 1500 я отдал. Продавца я выбрал именно из-за толщины кабеля. Написал ему отзыв, что кабель тоньше. Тот мне начал писать, типа, нейтральный отзыв оставил. Тот мне пишет: измените свой отзыв, кабель хороший же. У китайцев типа другого качества. Туда-сюда. Я ему пишу по факту. На фото одно, а пришло мне другое. То есть вы обманываете покупателя. Тут мне опять про китайцев что-то начал писать. В общем, я почему выбрал именно этого продавца? Потому что кабель был толстый. У другого продавца точно такой же тонкий кабель, но у него на 300 рублей дешевле получается доставка. Так что вот такие вот поляки жадные. Поляки. Но это еще не все. Еще я заказал
вот такую штучку пришло. Мне сначала кабель пришел, потом вот эта штука. everdrive.cruise.com. Эта штука мне обошлась в 12 267 рублей. Чисто плата стоит 11 с копейками и плюс 600 рублей за корпус пластиковый. Это товарищи украинцы делают. Техподдержка у них по скайпу. E-mail у них не работает, сервера. Так что пришлось связываться. На вопрос, где достать инструкцию, вообще имеется инструкция на русском языке, мне написали, что нет. А на вопрос, где вообще инструкцию взять по именно вот этому SD2 SNES, мне в ответ была тишина. Здесь у нас просто крестовые болты. Картиночка так себе. Имеется порт под карту памяти. Это USB, там отладка, что-то туды-суды. Здесь светодиоды. Что, вскроем, посмотрим. Вот такой вот кусок пластика стоит 600 рублей. Гумно. Смотрите, саморезы подобрали некорректно по длине. И они прорезали немножко пластмасс, чуть ли не насквозь прошли. Не эстетично, я бы сказал, товарищи хохлы. Да, эстетично. В общем, откручиваем всю эту штуку. Отверточка у меня магнитненькая. И открываем. Что имеем внутри? Ну, тут его просто неправильно не поставишь. Тут он, видите, как барахлишко все на обратном стороне. Обратной. Что радует на плате, контакты позолоченные, как видите. Серийный номер это не я заклеил, он такой изначально был. Светодиоды. Не знаю, будет ли видно. Здесь, как вы видите, прорези для них никаких нету. Может быть, пластик будет просвечиваться, это мы уже глянем позже при тестировании. Вот так вот выглядит плата. Вот этот значок оленя. Здесь версия, ревизия 2016-04-13, ревизия H, мануфактуры Boo Grease. На задней стороне мы видим до хрена чего. На плате справа наверху видите написано button, кнопка какая-то, для чего она, я не знаю. Забыл сказать, что по флеш-картриджу у меня будет отдельное видео. Хочу сделать, там много всяких фишечек на данный момент появилось. Хотелось бы о них рассказать. И я столкнулся с трудностями, да, такие были. Тоже расскажу все об этом, но в следующем видеоролике. И да, по поводу карты памяти. Это карта памяти на 32 гигабайта. Я купил ее на AliExpress вот с таким вот переходничком. microSD за 238 что ли рублей. Почитал отзывы, все нормально, емкость указана правильно, как любят делать это китайцы, писать флешка на 100 гигабайт, а по факту там 16 гигабайт, просто файлы друг на друга переписываются. Здесь емкость нормальная, люди тестировали месяцами, гоняли в регистраторы, ставили, данные не теряются, ничего не удаляется, так что будем надеяться, что все окей. Там хранятся савки, так что не хотелось бы их потерять. Так, эту штуку я убираю. Спустя неделю пришла третья посылка, также от этого Яматоку. Заказывал я
вот эту посылку и Super Famicom одновременно. То есть надо было как-то ему написать, чтобы он в одной посылке все это мне отправил. Ну, я что-то не догадался, и хрен его знает, как это сделать правильно. Что я не такой профессиональный покупатель на eBay, такой начинающий, так сказать. Потому он мне прислал по отдельности, и она пришла через неделю. Вот стоимость этой посылки смотрим. Цена $4, примерно 1022 рубля. И доставочка 6,70. Это почти пятихаточка. Ну вот в итоге 1463 рубля мне она обошлась. Что здесь внутри? Мы сейчас это все с вами увидим. И зайдем из черного хода. Так как здесь будет удобнее. Итак, достаем чудо-ножик. Такс. Сделаем надрез здесь. Здесь. И вот так. Закрываем защитный колпачок, чтобы не пораниться. Убираем всю сторонку. Открываем. Что мы видим? Что это такое? Что это опять мне тут наложили? Опять газеты. Какие-то дети тут. Без вести пропавшие, что ли? Обратите внимание, это ихная, походу, телепрограмма, что ли. Что-то непонятное. И, кстати, газета свежая, практически 9-30 сентября 2018 года. Тут какие-то опять буряты у нас. Так, смотрим, что тут нам прислал Яматоку этот. Что-то такое тут непонятное. Сейчас мы берем аккуратненько все скотчи. Вот штукенция. Да, это, скорее всего, Яматоку клеит своим товаром вот эти лейблы. Скорее всего, у них они как-то подписаны, чтобы разбираться, где что лежит, где что находится. Вот. Распаковываем дальше. Это, как вы увидели, это контроллер для Super Famicom от Konami. Написано Super Famicom, Konami, команд контроллер. Тут множество всяких различных кнопочек, Special, программа, Real Time, индикация, светодиодики. Написано Made in Taiwan. Логотипчик Nintendo. Но он подходит к обычной Nintendo, Super Nintendo, точнее, и Super Famicom. Берем резиночку. Ну, длина провода здесь примерно 1,20 м, 1,10 м я замерил. В общем, на моделях от Nintendo Super Famicom провода на джойстика, как на этом, так и на оригинальных, немножко короче, в отличие от Super Nintendo. Вот, поэтому я еще заказал дополнительно 2 штуки удлинителей для геймпада. Также с eBay. Один удлинитель стоит 143 рубля с бесплатной доставки. Я сразу заказал их 2 штуки. Но еще есть девайсы беспроводные геймпады, то есть
разбирается стандартный геймпад, у него меняются внутренности, собирается. А в саму Nintendo вставляется передатчик-приемник в виде такого штекера, блютузовский. Ну и такая штука стоит, по-моему, сам передатчик баксов 20 и сама плата с кишками баксов 19 где-то. Не знаю, буду ли я себе такой брать, пока играю так. Потом же, конечно, я его разберу. Пластиковые все части, кнопочки, все вот эти я с щеточкой, с мылом под водой промою. Видите, он такой чумазенький. Контакты тоже все протру, чтобы все было четненько. Также я вот приставку саму открывал и джойстики также все промывал, протирал, чистил. Все это нужно сделать, так как все это старенькое, нуждается в обслуживании. Контроллер уникальный. Также будет отдельное видео по его работе, по настройке, как им пользоваться. Я все расскажу, объясню, визуально покажу. Я нашел в интернете документацию для него. На YouTube я информации по нему не нашел полный. Описано было, как запрограммировать определенные кнопки, типа как турбо их сделать, либо комбинацию кнопок можно нажать и забиндить на любую кнопку. Тут не зря одна помечена красным цветом кнопочка, остальные зелененькие. А кнопки Special народ вообще не знает, для чего она нужна, но я все вам об этом расскажу в следующих видео. Стоимость всего того, что вы видели, 20 500 рублей. Конечно, с доставками, с комиссиями, со всей лабутой. Но если вы не коллекционер, то вы можете себе все это купить подешевле. А на сегодня все. Всем пока. С вами был Кэтсунеко. Оценивайте видео. Услышимся.